Красиво. Красиво, конечно, ничего говорить не буду даже. Всем привет, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Я очень надеюсь, что вы меня хорошо видите, хорошо слышите. И с вами, как всегда, я, Леха, канал Hard Games. И очередная серия. Очередная серия, ребята, Ведьмака. Кровь и вино. Сегодня у нас, получается, вторая, да, у нас серия, потому что совсем недавно мы начали проходить последнюю из дополнений замечательной игры Ведьмак 3. Так что располагайтесь поудобнее, не забывайте там чай, кофе, все дела. Ну и, как всегда, палец вверх. Ну и там пару комментариев, может, накидаете. Кто не подписался, также подписывайтесь. Ссылочка на плейлист Ведьмака вы найдете внизу в описании. Итак, первый стрим спустя мое несколькодневное отсутствие. Как вы знаете, мы совсем недавно слетали на Эльбрус и привезли для вас огромное количество контента. Извините, что сегодня маленько попозднее я стрим начал. Немножко захотел со своими побыть, немножечко я себя в состояние привел, чтобы, так скажем, себя более-менее нормально чувствовать. Потому что смена климата, смена погоды, смена вообще всего довольно тяжеловато дается. Но ничего страшного, как говорится. Итак, очень надеюсь, что у вас все в порядке. Вы, в принципе, заготовились всякими вкусностями, штуками, потому что я знаю, что все похавать вы любите. Ничего себе, Джереми. Привет, обязательно сейчас отвечу на этот вопрос. Спасибо огромное за 1000 рублей. Давай, пока запускаю Ведьмак, отвечу на этот вопрос. Итак, дорогие друзья, как вы знаете, вот сегодня, кстати, был небольшой такой бриф на тему вообще, как будут проходить стримы. Ну, я не знаю, наверное, для всех любителей фан-стримов есть одна очень хорошая новость. То, что мы запланировали. Давайте издалека, ладно, начну. Просто очень хочется высказаться. Извините уж то, что затреп. Дайте мне буквально 5 минут, я просто, правда, очень хочу вам кое-что сказать. Эльбрус, вообще вот вторая уже, да, наверное, поездка, вот Сочи, Эльбрус, они дают самое главное. Они дают, знаете, какое-то внутреннее умиротворение, то есть ты по-другому на все начинаешь смотреть. Ты со стороны начинаешь видеть, наверное, все свои ошибки, ты начинаешь понимать, где в каком моменте ты не дорабатываешь, или наоборот, где ты больше времени уделяешь тому, чего вообще в принципе не нужно. Вот, поэтому прошла у нас такая сеть небольшая разговоров, касаемых как вообще развивать дальше каналы, по поводу партнерки, всего остального. Если коротко, мы переходим на другую партнерку, гораздо, я считаю, более подходящую сейчас для нас. Как вы знаете, канал Hard Travel создан сейчас сугубо по одной причине, потому что нельзя сейчас грузить все на один канал. То есть развлекательная тематика не может пересекаться с, допустим, игровой тематикой, либо с тематикой, извините, тревела. Поэтому, к сожалению, YouTube вот так сейчас работает, поэтому приходится нам переходить подстраиваться, точнее, под условия YouTube и переходить. К чему все это ведет? Ведет это, в принципе, к очень-очень-очень одной хорошей закономерности. Во-первых, возобновятся фан-стримы. Фан-стримы возобновятся в новом формате, в самом последнем, в котором я их делал, и тем самым YouTube, сейчас работает таким образом, что он хочет, чтобы ты постоянно в одно и то же время стабильно что-то выкладывал. Тогда он начинает продвигать твой контент, тогда он начинает говорить, что ты классный парень и так далее и тому подобное. Если ты этого не делаешь, то, соответственно, ничего хорошего у тебя не получится. Поэтому, как я считаю, более популярные ролики, которые мы смотрим на фан-стримах, будут выгружаться по одному, менее популярные по 2, как мы это делали в конце 2018 года. Так что все, кто ждут фан-стримы, на завтрашний день 8 вечера, как всегда, я с вами. Я думаю, что они будут иногда даже почаще, чем один раз в
неделю, но у этого есть тоже свой огромный плюс, то что они будут покороче. То есть я думаю, что они где-то будут час, максимум полтора, потому что за фан-стримом я хотел бы проводить сразу же игровой стрим. Такой вот атмосферный, хороший, уютный игровой стрим, какой у нас, в принципе, всегда проходит. Так что фан-стримы возобновятся. Каким образом будет переработан контент, касаемый тревела? Как вы знаете, это самый сложный контент, который вообще, в принципе, может быть, потому что он самый энергозатратный, самый по финансово дорогом, ну, самый дорогой по финансам, поэтому мы его сделаем следующим образом. На канале Hard Travel вы сможете увидеть полный, где-то в районе одного часа отчет по каждому из дней нашей поездки. Я думаю, что очень для многих это будет интересно, потому что огромное количество контента, примерно процентов, наверное, 60, мы сняли в офлайне. То есть очень много, что вы не видели на стримах. Это по причине того, что где-то не ловил интернет, где-то мы хотели более качественно что-то отснять, так что я думаю, что вам понравится, вам зайдет, поэтому вот такой вот небольшой небольшой вот такой хороший подарок для, наверное, всех тех, кто ждет этот контент. Так что не забывайте тоже на Hard Travel подписываться. Мне кажется, будет очень, очень интересно и прикольно. Вывезу ли я эту ношу, не знаю. Честно говорю, это крайне тяжело вести сразу параллельно 3 канала, но для меня это безумно интересно, потому что игры — это часть меня, travel — это моя мечта, ну а hardplay — это просто как, наверное, место, где просто люди могут зайти, улыбнуться и поднять себе настроение. Поэтому я очень надеюсь, что у меня хватит здоровья все это сделать, потому что я хочу вновь и вновь куда-то ездить, можно по другим странам, можно в другие у нас места на Кавказе поездить, так что, надеюсь, ответил на ваши вопросы. Значит, ночных стримов не будет. Я буду заранее говорить, когда заканчивается стрим. Мне сейчас еще параллельно с этим нужно ребенка в больницу возить, потому что курс лечения еще продлится, сейчас скажу, где-то еще, наверное, неделю точно. Так что в первой половине дня мне завтра нужно рано уезжать в Москву. В принципе, наверное, все, что хотел, сказал. Все, предлагаю тогда не тянуть и погрузиться хотя бы на 2, может, на 3 часа в Ведьмака. Все. Всего доброго и пойдем. Не знаю, что вообще сказать. Но очень много, знаете, энергии появляется после вот этой поездки, хоть мы и вообще там не отдыхали. То есть это, знаете, это было что-то с чем-то. Каждое утро мы вставали, каждое утро часов, наверное, мы с 9 где-то до 8, по 11 где-то часов мы снимали. Так что как-то так. Hard VTF нон-стопом. Теперь им занимается отдельный человек. Вот тоже сегодня мы на эту тему с ним общались. Итак, ладно, все, трёп закончили, ребят. Извините за то, что 10 минут времени у вас отнял вашего. Итак, Ведьмак, 2 у нас серия, кровь и вино. Погнали по основному, наверное, сюжету. Вы, кстати, мне писали про какой-то квест. Если честно, я подзабыл, надо бы было посмотреть перед стримом. Какой-то очень интересный квест, но, в принципе, он никуда не потерян. Мы его обязательно посмотрим. Сказали, он по сюжету очень интересный. Так что все. Приятного просмотра и погнали. Так, значит, что мы сегодня намерены с вами делать? Мы можем, в принципе, пойти по основному сюжету, но он 39-го левела. Мы почти что 38-й, прям вот почти. По поводу меча. По поводу меча вы мне сказали, мы в тот раз... Тихо, мать. В тот раз вы мне сказали, помню, единственное, что из комментариев вы написали: Леха, меч реально имбовый. Плюс это как бы память, с ним можно, в принципе, играть до конца. Ребят, мы его сегодня обязательно затестим в бою. Это какой-то очень лютый меч, который, я так чувствую, может он, ну, просто каким-то быть дисбалансным. Ну, посмотрим, проверим. Руны пока что не вставляю, на руны пока что нет денег. 53 монеты. Если честно, я бы сегодня пошел, наверное, по доп-квестам, потому что надо бы подфармить бабла. С баблом у нас прям очень все туго, максимально, насколько это возможно. Поэтому я думаю, что стоит все-таки денежек подфармить. Я
Почему никуда не девал? Просто он не смог, по-моему, стримить. Не понял тебя, бро. Я же только с поездки приехал. Хорошо, что досточтимая княгиня присутствует. Такс, давайте-ка мы забежим, наверное. Боклери. По поводу колоды... Ведьмак из школы Волка в Тусенте. Привет, я Лазарь Лафар. Геральт из Ривии. Откуда столько радости? Есть работа? А то, и речь не об охоте Спасибо. на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец, и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне Помните? повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь Спасибо за приглашение. более опытному. Подумаю. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Ну, собственно, мы возвращаемся как раз к этому квесту, я так понимаю, на сет. Я думаю, что стоит Покажи этим мне свои заняться, товары. потому что это нам точно поможет допройти игру. Так, с деньгами, я напомню, у нас вообще прям все крайне печально, поэтому предлагаю просто все попродавать, все, что нам реально, наверное, не нужно. Что-то я хотел здесь... Подождите, сейчас, секунду, я посмотрю. По-моему, что-то у нас то ли в хламе где-то было. Сейчас. То ли я вот эти вещи хотел попродавать. Слушайте, ну, они по одной единице на самом деле весят. Блин, из мусора... Я не знаю, стоит ли вот эти вещи трогать, потому что могут где-то нам пригодиться. Их можно будет перекрафтить, переплавить. Я думаю, мы все-таки, наверное, на квестах, ребят, позарабатываем. На квестах и на том, что мы пооткрываем карту. Так что пока что я, наверное, трогать ничего не буду. Ингредиенты и все остальное. Так что как-то так. Значит, по поводу... Что за уши с мышкой? Я в конце стрима, если хочешь, тебе прямо их на сайте покажу, расскажу. И свои впечатления также могу сказать. Так, поехали. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? Паладин, спасибо. В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиенсаэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, Добро пожаловать. чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал, скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Да, в принципе, не вопрос. Почему бы и нет? Стоп, да, у меня, наверное, это самый насущный вопрос. А как он вообще попал в ученики к этому эльфу? Ну, типа, случайно, наверное, вряд ли такое может быть. Как так получилось, что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Спасибо. Тиенсаэль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему в ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома.
Он научил меня всему, что знал, но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выкую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен учителю. Ну, почему бы и нет? В принципе, нас это устраивает. Пусть копируют чертежи, но самое главное, чтобы у нас появились мастерские доспехи, которые дают сет какой-то. Я очень надеюсь, что он нас не обманывает. Я прям очень бы хотел на это Где надеяться. мне искать чертежи? Да, ребят, донаты прочитаю. Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. Мантикоры? С которого начнем? Ну, конечно, Кота. Расскажи ведьмаке из школы Кота. Год назад княжеский бронник Делане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из школы Кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения. Полного. Что было бы очень кстати. Это гроссмейстерский, да, не Это мастерский, а действительно был гроссмейстерский. ведьмачий чертеж. Вне всякого сомнения. Жаль, Делане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован. Боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Ведьмаки, наверное, вряд ли Не это были. исключено, ну, что не боялся стали бы он делать. не зря. Вскоре после этого Делане исчез без следа. Я бы поискал зацепки в его доме, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно. Я не думаю, что ведьмак бы стал валить человека просто так. Бандита, может быть, но очень сомневаюсь. Хорошо, давайте все послушаем. Расскажи о ведьмаке из школы Волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасные, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Что ж там такие за призраки, что вообще все пропали. Это что-то прям очень жестко. Спасибо. Школа Мантикоры. Что за мантикоры? Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Разве мы носили? Учитель говорил, что крепость Мантикор была далеко на востоке. Лет 100 назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертер. Мантикоры, помните, это как львы, по-моему, Он со скорпионом, да, произвел хвостами? нехорошее впечатление на моего учителя. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиен-Саэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он с пьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Что-то какой-то... Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Что-то очень много совпадений. Эти пропали, ученые пропали, ведьмаки все пропали. Куда все пропадают? Здесь что, чудеса, что ли, какие-то творятся? Расскажи о ведьмаке из школы Медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиен-Саэль взял меня в ученики. Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде Может быть, медвежьей такое, да. головы. Он торговался, как базарная баба.
У ведьмаков не бывает лишних денег. Да. Ведьмак снаружи, и этот двор в явно душе. не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ, но больше о нем никто ничего не слышал. И это все, что я знаю. Слушаю про все школы. Естественно, мне нужна только школа кота, но мне безумно интересная история. То есть все пропадают. Вообще все пропадают. Какие-то реально цыганские фокусы. Ребят в чате правильно пишут. То есть это пошел туда, пропал. Ведьмаки, причем заряженные уже школами. В каких-то домах пропадают. Вообще все пропадают. Заказчики пропадают. Вообще все везде пропадает. Как это работает? Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. И это сейчас пропадет. Он приходил лет 200 назад, но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. Может, их вообще кто-нибудь долбит А куда он целенаправленно? мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Сейчас, ребят, прочитаю. Все в запустении, все в руинах, все, что есть, непонятно как и где. Короче, это очень странно. Все это очень странно. То ли кто-то специально по ведьмакам работает, их просто на минус, на ноль делит, то ли я не знаю, что происходит. Это очень странно. Спасибо. Бывай. Удачи на пути! И заметьте одну вещь. Одна очень интересная вещь. 100% беру этот квест. Я не понимаю одного. Сейчас школа медведя, не то взял, сейчас. Вот медведь, вот кота. Очень странная вещь заключается в следующем. Почему по лору игры, может быть, я где-то что-то упустил, почему всегда топовые кузнецы, заметьте, это именно эльфы. Именно эльфы. Всегда, вот вообще просто ПКД. Обычные кузнецы, да, там есть как эти краснолюды, все дела, но как только речь заходит о чем-то топовом, это стопудово эльфийская броня, эльфийские клинки, то есть... То ли есть какие-то, да, типа охотников за ведьмаками. Очень-очень мутная история. Очень странно, что все вдруг внезапно пропадают. Ведьмаки, причем обученные. Обратите трепещущие сердца к доброй. Так, сейчас я, ребят, донат почитаю. Ребят, я во время разговоров больше не буду донат, хорошо обращать внимание. Как только вот какое-то передвижение идет, я так быстренько, хорошо буду зачитывать, чтобы просто не отвлекаться. Спасибо. Спасибо за подписки тоже. Итак, я предлагаю пойти по школе кота. 40-й левел, в принципе, мы должны, наверное, осилить. Напомню, играю, ребят, на смерти, называется уровень сложности, то есть максимальный. Поэтому как-то так. Собирать все, наверное, школы нет смысла, а вот школу кота я соберу, потому что, ну, я играю в ДД билд, так что как-то так. Эльфы — это просто старейшие мастера. Вполне возможно. Спасибо. Суперстрелок, огромное спасибо. Спасибо, ребят. За приглашение огромное тоже, ребят, за путешествие спасибо. Мне очень приятно. Пишите в директ, в Инстаграм. Я там почаще смотрю, потому что, ну, есть такая возможность. Мизантроп, спасибо, но я считаю, что графика у меня без всяких цветокоров. То есть, ну, по-моему, очень приятно смотрится. Ну, на мой взгляд. Очень реалистичная графика. Что за кипиш? Памятник Режинальду де Обре закрывается до особого Не-не-не. юбилея. Отвлекаться пока что не буду. Удачи нам. Так страшно. Да что ж такое? Все мошнят-то на меня. Не так страшен ведьмак, как все его малюют. Вообще-то обидно, женщина. Так, нам надо телепорт найти. И лететь нам нужно с вами... Угу. У нас здесь вообще, кстати, с вами ничего не открыто. Это очень странно. Подождите-ка, ну-ка.
Почему-то телепортов не видно. Очень хочу этот меч затестить. Напомните-ка мне, он какой у нас? Стальной, да? То есть стальной против людей он идет. Предвестник беды. Да прекращайте уже мошнить. Ведьмак это Удачи на охоте, ведьмак. со всех сторон попустили. Да что ж такое? Какой-то кибербуллинг получается ведьмака. Так. Да, здесь у нас вообще ничего не открыто, но хорошо. Плотва нам в помощь. Так. Погнали. Блин, если собрать сет, я вообще не представляю, как Ведьмак будет бить. Я даже, если честно, у меня даже в голове это не укладывается. Насколько жестко будет Ведьмак выпиливать. Он и так сейчас урон просто... Да, это не меч, а сабля, да-да. Ну, я имею в виду. Короче, понял. Спасибо еще раз за приглашение. Лагораф, ребят, насколько я знаю, он, по-моему, просто не мог комментировать что-то. Никто его никуда не кикал. С возвращением, мы тебя ждали. Небольшой вопрос. Есть проблемы сейчас какие-то с отправкой мерча. Если можно, более точную информацию закинь, пожалуйста. Не понял. Да, воу, тормозим. Да подожди ты. Чё? Пацаны, стой, нифига себе. Нормально, нормально. Понял, принял. А ну-ка сюда идем. Ну-ка. Умники, блядь. Иди сюда. Хейтерки, а? Так, хорошо, вторая жизнь, нормально. Слушай, они очень жесткие, они... Не то чтобы жесткие, они прям гипер жесткие какие-то. Блин, благо у меня на интоксикацию нормально все прокачано. Так, нормас, живем, где? Это ласт или нет? По-моему, не ласт, еще, да? Все? Угомонились? Просто на ровном месте вообще какой-то имбовый этот. Рана была не смертельная, но он истек кровью. И что тут у нас? Письмо не могло тут оказаться случайно. Если ты на этот раз напортачишь, я тебе шкуру с 5-й точки спущу. Забери завтра из хранилища под Тесхом Мутно новую часть саженцев. Нужно заразить в Коронате новые места. Только не опоздай, а то ключ у людей из винодельни на другой стороне реки. Кто-то специально... Спасибо, бро, разберемся. Спасибо. Кто-то специально вот этими саженцами заражает всю землю. Это вот кто винодельни всем подсирает. Не-не, Раптор, я понял, что они брали тяжелые заказы, но я не думаю, что все, абсолютно все отлетели от этого. Это очень странно. Это очень-очень странно. Лагерь брошен, хотя разрушения свежие. Похоже, я пришел слишком поздно, но хоть осмотрюсь на всякий случай. Что здесь вообще происходит? Подождите. Мужчина истек кровью. Рана нанесло какое-то крупное существо, это видно по следам когтей. Горло разорвано крупными зубами.
Горло зубами, если разодрано, наверняка какой-нибудь хищник. Опа. Следы борьбы, четкие отпечатки лап чудовища появляются сразу здесь. Значит, нападение было с воздуха. Должно быть драконит. Может, Василиск. Только вот следы странные. У всех видов, какие я знаю, они чуть-чуть другие. Советую Здорово, держаться отсюда подальше. Опасно здесь. Похоже, где-то рядом гнездится Василиск. Спасибо, Витек, я Именно разберусь. так. С Спасибо. гордостью сообщаю, что именно он тут и гнездится. И я лично за ним присматриваю. Присматриваешь? Это же не зверюшка домашняя. За Этот Василиск Василиском? убивает людей. Я попрошу, если на его территорию не заходить, никого он не убивает. Эти зоозащитники, я понял. Я же столько объявлений развесил, знаков. Я Специально, чтобы никто не пострадал. Найс знак. Но кто-то пострадал. Тут труп, совсем свежий. Купец, наверное. Я как раз сегодня узнал, что двое купцов, несмотря на все предупреждения, выбрали этот путь. Я спешил их предостеречь, но опоздал. Я уже обо всем распорядился. Мои слуги заберут тело и передадут семье вместе с солидной компенсацией. Бальтазор. Будь любезен, партнер в этот... На сайте есть телефон, на сайте есть чат. Обязательно напиши, держи меня в курсе. Если будут какие-то проблемы, я обязательно разберусь с этим. Это очень странно. Это очень странно. Я услышал. В Польшу, говоришь? Ты платишь деньги семьям жертв. Почему? Потому что эти земли были пожалованы моему роду еще княгиней Адемартой. За их границами Василиск никого не убивает и вреда никому не причиняет. Что, по-моему, псих какой-то, нет? Если только его не спровоцировать. А если что происходит, весь ущерб покрываю я из собственной казны. Ага, а если... Мужей и сыновей, разорванных чудовищем, ты тоже возвращаешь из собственной казны? Этого я, разумеется, сделать не могу. Но я выплачиваю щедрое возмещение. Прошлым летом вдова Шорника получила от меня 800 крон. Семья несчастного купца тоже не останется в Мидас, обиде. не спамьте так часто, пожалуйста. Подождите, а что он делает с тем, допустим, вот он сейчас разорвал этот Василиск купца. То есть он... Подождите, а он вещи возвращает покойных? Он же их не возвращает. Типа что? Так говоришь, это последний Василиск? Откуда ты это знаешь? Последний представитель этого вида. Прежде их было куда больше, но они вымерли, когда выкорчевали буковые леса. То есть ты считаешь, что есть прямая связь между буковыми лесами и Василисками? Опосредованная есть. В буковых лесах водились серны, а те служили основной Учту. пищей Василискам. Когда Казахстан серны я бы очень исчезли, хотел. Ну и вообще они вот тут в том районе. переключились на людей. И тогда появились ведьмаки. И вот осталась единственная, последняя особь — самка. Еще в прошлом году их было двое, но партнер Иокасты погиб. Иокасты? Это ее имя. Мой отец назвал ее так в честь своей покойной матери. Иокаста тогда высиживала 2 яйца, но когда самец погиб, она, к сожалению, выбросила их из гнезда. Ты кто такой вообще? Кто ты, собственно, такой? И откуда такой интерес к чудищу? Граф Борис. К вашим услугам. Борис. Этот Тупо вид Борис. — гербовое животное нашей А, фамилии. Род Ди Сальварес веками носит Регулюс платум.
Тогда это меняет Семейное дело. предание гласит, что основателя нашего рода ребенком на пожаре спасла самка Василиска, забрала его к себе в гнездо и выкормила как собственное дитя. Чепуха. Разумеется, но прекрасно. Расул. Спасибо, брат. Поздравь от меня тоже. Слушайте, ну это все меняет дело. С одной стороны, это просто фанатик, типа, ну как, фанат своего рода. Он говорит, что у них на гербе висит Василиск, но люди-то умирают, дружище. А я ведьмак. А ведьмаки как бы это... Борис. Борис? Я ухожу. Я устал. Ты знаешь, где гнездится этот Василиск? Конечно, знаю. Но вы же не думаете, что я вам скажу? Эти мечи у вас не для забавы. Чувак, я И найду его. знаю, чего от вас ждать. Я и сам его найду. У него очень характерные следы. И второе тело поищу. Ты говорил, что купцов было двое. Все равно, ребят, что-то он какой-то... Не знаю, ну такое. Он же прекрасно понимает то, что здесь людей рвут на части. Это очень странно. Слушайте, кстати, этот квест как-то очень спонтанно начался. Очень спонтанно. Бочки разбиты, похоже, в них и был танин. Его используют при дублении кож. Чудовище разбило бочки, вот отсюда запах на чешуе. Якаста очень любопытна. Ее привлекают любые сильные запахи. Должно быть, это бочки приманили ее к обозу. А, ясно, бочки Следы развития не дают. ядовитой слюны и разбитые бочки. Скорее всего, вторую жертву Василиск настиг где-то здесь. Во всяком случае, теперь я смогу выследить чудовище по запаху яда и танина. Зачем ее выслеживать? Якаста под охраной. Если она погибнет, природное равновесие этого места будет надолго нарушено. Чего? И последствия окажутся непредсказуемыми. Так, Просто не надо ее провоцировать. Не причиняйте ей вреда, и она вас не тронет. Я Да-да-да. всегда подозревал, что они специально подманивают Василиска, чтобы он уничтожал товары, а потом требуют возмещения. чего? То есть они что здесь, получается, специально самовыпили, это, самовыпилом занимаются, потом возмещение от тебя требуют? Ты что, дебил? Слушай, ты реально, чел, ты, ну, ты вообще просто, ну, нормально у тебя? Опа, куда это пошло? Ага. F5. Так, другалечек. Цок, 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 цок. Так, стоп, след пропал. Да, он идет-то. Ага. Так. Запах очень слабый, скорее всего, Василиск поднялся высоко в воздух. Угу. Следы крови очень четкие. Так. Пошло добро. Это он, получается, труп, да, наверное, с собой? Просто воздух поднял. Снова отчетливый запах. Цок, цок. Опа. Как я и думал, вторая жертва. Повреждений мало. Василиск, должно быть, нес его в гнездо, чтобы съесть позже, но почему-то выронил. Интересно, почему? Еще один заказ. Дорогой Гастон, в ответ на твой вопрос о предполагаемой перевозке бочек с дубильной кислотой подтверждаю. Официальный маршрут, согласованный с гильдией, все еще проходит через земли графа Дисальвареса. Совет не видит причин отклоняться от обычного маршрута. Граф обязался возместить весь возможный ущерб, причиненный белым ужасом, поэтому даже в случае полного уничтожения груза... Это, слышь, это, по ходу дела, схема, знаете, она работает просто долгие века. То есть они как бы ничего вообще, в принципе-то, не теряют. То есть, ну...
как бы им вообще плевать. Так, в целом, в общем-то. То есть, ну, Как я и думал, вторая жертва. стоп, это я смотрел? Повреждений мало. Василиск, должно быть, нес его в гнездо, чтобы съесть позже, но почему-то выронил. Интересно, почему? блин, это дико странно. Ну, типа, с ничего они такие вещи делать точно не будут. Серго, спасибо. Белый... Как его назвали? Белый этот? Спасибо огромное, ребят. Я, если что, я совета попрошу. Спасибо. Белая смерть назвали? А куда вот дальше? Стоп, но Василиск должен вообще жить где-то на каком-то отшибе Я или... что-то слышу, но это не Василиск. Человеческие голоса. Это точно. Здорово, орлы. Затор! Кривой! Готовьте инструмент! Чудище где-то бродит. Надо его будет приманить. А ты кто такой? Собственно, хотел спросить то же самое. Рубайлами нас зовут. Рубайлы? Случайно не из Кринфрида родом? Именно что? А ты откуда знаешь? Ты что Крылл. за птица? Логично, согласен. Ну, допустим. Геральт из Ривии, я ведьмак. Знаю ваших собратьев по ремеслу. Богальта, Живодера, Нищуку и Мелкого. А, ведьмак. Богольд мне о тебе ясно. рассказывал. Ты вроде мечом неплохо машешь. Профессионал. Добро. Сделаем так. Пойдем на гадов пятером. Бестия должно быть страшно ядовитая. Нам лишние руки не помешают. А награду мы уже от гильдии приняли. Спасибо, ребят, так за партнерку. поделим по справедливости. Ну как, уговор? Не, пацаны. Что я слышу? Вы собираетесь убить Иокасту? Этого быть не может. Это создание под моей охраной. Ты кто, дядь? Если дело в награде гильдии, то я заплачу. Заплачу двойную цену. Вы не можете убить последнего представителя вымирающего вида. Заплатишь, значит? За то, чтоб мы ничего не делали? Вот это новость. Ну что скажешь, сударь-профессионал? Я слыхал, эта бестия уже 5 сожрала. Это бестия убивает людей. Так что, мои хорошие. Василиска надо убить. Вместе мы с ним быстро разберемся. После всего, что я рассказал об Иокасте, вы ее уничтожите? Вы пожалеете. У меня есть связи. Все узнают, что вы убили последнего Василиска. Очень жаль, сударь Дисальварес. Чудовище есть чудовище, серебристое оно в клеточку или в горошек. Последнее или предпоследнее. Это опасный хищник, который убивает людей. Я считаю, я прав здесь. Травники и алхимики вас возненавидят. Ой. Я знаю многих из них. И расскажу, что вы сам бездушный монстр. Вам наплевать на равновесие в природе. Вы им на вес золота будете платить. Ясно, хейтерок. Утихомирьте кто-нибудь этого дворняжку. Добро, мастер-ведьмак. Как биться будем? Можем бить него из арбалетов, а ты будешь его мечом отхаживать. Или двинем на него всей кучей и вместе его завалим. Решай, у тебя опыта больше. Обиделся. Блин, работяг мне жалко. Ну пусть стреляют, пусть кайтят. Можете стрелять в нее. Это хорошая мысль. Давай, покачиваю. А? В нее? Это самка. Глядите, мужики, вот же ученый-ведьмак. Со 100 шагов умеет разглядеть, что у гада под хвостом. Добро, вы специалиста слышали. Готовьте арбалеты. Все прекрасно, только чудовища в гнезде нет. Сперва надо ее выследить.
Не обязательно, Геральт, не обязательно. Мы уже провели разведку. Купцы используют танин, чтобы приманить гадину. А мы что, не можем? А у вас есть танин? А чтоб ему у нас не быть? Пожалуйста, польешь? Такие они вообще просто... Слушайте, я думал, это просто местные гопники, а они, ну, нормальные работяги, в принципе. Не, ну, если бы это чудище, в принципе, не убивало людей, наверное, можно было бы вообще его скипнуть. Типа нас по-нормальному попросили, все дела, но... Есть. О. За арбалеты! Снимем эту сволочь! Угу. На! Дело сделано. Опять работа? Так, ну-ка, тормозим-ка. Ай, ну давай! Я улетаю! Слышь ты! Смешной! Ой, ты... Ну чё, стреляем, че не стреляем, Прицел 120 батареи, блин! Сюда! На куканчик! О! Работяг не трогай! Тихо. Ничего у тебя не получится. Ой, как хорошо заходит. Ать. Клюс, крит. Тихо, не надо! Что делаешь-то? Совсем, что ли? Воу. Слышь? Ой. Я пошутил. Ой, какие там... Есть пробитие. Эх, говорила мама, играй в танки на арте. А ты чё? Ох, там криты такие в него летят. Да. Давайте жопой займитесь. Главное, свою там тоже берегите, а то... Ой-ой-ой! Не надо. Пока на изи идет. Пока что... Не надо. Тихо. Давай, без вот этого. Блин, там такое кровотечение ложится. По 1700 одно кровотечение забирает. Больно и хорошо. Чего? Ага, осталось только здесь сдруиниться. Дело сделано. Вот и свезло же нам драться бок о бок с настоящим ведьмаком. Красиво же ты этим мечом вымахиваешь. Ты говорил что-то про награду от гильдии? А ведьмак-то не мелочится. Сразу, видать, профессионал. Пожалуйста, вот твоя доля. До последнего гроша вся, как договаривались. Мы себе возьмем парочку этих вот чешуек и хвост в доказательство для гильдии. Спасибо, Расул. Мы про тебя шепнем доброе слово кому следует, чтоб тебя торгаши с ценами не обижали. От души, мужики. Спасибо. Счастливо. Бедная моя Иокаста. Чего? Зарезали. Безжалостно зарезали. Гляньте-ка. Да, все верно говоришь. Сейчас я только трофейчик заберу. Лех, ты очень тупо поступил. Очень ты
случайно встретил в плане Рубайл. Это целый квест. Что ты, черт побери, такое несешь? Я встретил место, где Василиск убивает людей. Я... Все, забей, ладно, я даже не буду тебе ничего объяснять. Как был должен поступить Ведьмак? Типа... Ну, я встретил. Если бы у меня был какой-то квест, или я бы, допустим, знал, что там это, я не знаю, какое-то благородное чудище. Это чудище убивает людей, оно их просто режет на ровном месте. Я, как Ведьмак, просто получил заказ на него и просто минусанул. Все. Типа, ну, что это за бред? Тип такой говорит, я выплачиваю семьям погибших. Ну, как бы, прикольно, хорошо, допустим, но... Людей-то не вернуть. Скотина! Что это такое? Опять вы? Да ладно. Немного ли вас тут, нет? Сколько же критов летит? Просто вообще, просто очень жестко. Мать твою. Да ты хорош, ты чё, Там, не пойму, на АВП, что ли, сидишь? Атас. Вот эти очень жесткие из-под земли, которые вылезают. Очень жесткие. Они прям, ну реально очень больно бьют. Останавливаем. Интересно, что это за пещера. Интересно, кстати, Локо, на каждый квадратный метр здесь постоянно что-то... На глазах у чувака. Извините. Мне надо. Кстати, надо посмотреть, что дает башка этого чудища. Ну-ка. Как оно называлось-то правильно? Ну, 1%, но... В принципе, в совокупе, наверное, это очень неплохо дает. Спасибо. F5. Опять споры, да ладно. Блин, они очень жесткие, они очень больно бьют. Атас, пацаны, вспышка справа. Смотри, что он творит. Да ты хорош! Не надо! Не любишь серебро, да? Меня как там тебя достать-то? Круголек. Куда он делся? Спасибо. Ну, у каждого свое прохождение же, правильно? Да как? Какой-то вообще какой-то гениальный это. Ага. Когда в настройках выставляешь, чтобы
типа, все вот эти вот чуваки, они вместе с тобой по левелу бустились. Это очень интересно становится играть, потому что, ну, они реально сильные. Они, ну, каждый моб, в принципе, тебя может минусануть. А вот теперь самое важное, что они здесь охраняли? Что это такое? Вот это я удачненько зашел. Нормально. Нормально. А ну-ка, записочку можно прочитать? Давайте почитаем, это очень интересно. Я сжег за собой все мосты. Быть может, я мог бы еще вернуться. Если бы не то, что я совершил убийство и забрал с собой эти гроссмейстерские доспехи. За мной наверняка уже гонятся. Остается надеяться, что если дело выгорит, я начну новую жизнь далеко на юге. Конец ведьмачьему ремеслу. Я не могу полностью доверять Делоне, тем более, что он попросил о встрече в логове бандитов. Чертежи я спрятал в пещере, в которую не войдет ни один нормальный человек. Если все пройдет спокойно, я получу деньги, открою ему расположение тайника, а за дополнительное вознаграждение схожу с ним к лисьим ямам. А если мне не повезет, но кто-нибудь найдет эти записки, то пусть знает одно. Стоило убить своих, стоило украсть, лишь бы только бежать от этой паршивой жизни на пути. Ауда, спасибо, мы не были в Нальчике. Может быть, в следующий раз вот заедем. Каждому ведьмаку порой хочется бросить все и уехать куда-нибудь. Грустная Этот история. решил добиться своего любой ценой. Здесь много лет никто не живет, но какие-то следы могли остаться. Интересно. Еще более интересно мне узнать. Вот смотрите. Вот здесь есть подъем. А что дальше? Вот там вот видели, что-то наверху было? Опа. Так. Ого. Любовное письмо, подписанное Беллой де Гюнес. Мой дрожайший друг Густав. Жажду поблагодарить тебя за нашу последнюю встречу. Сама мысль о следующем свидании доставляет мне неземную радость. Мог бы ты поверить, что еще недавно столь чужие друг другу люди могут стать настолько близки? Ты спрашивал, есть ли что-то, что я особенно ценю? Я всегда питала слабость к цветам, Густав. Мой трагически погибший жених собирал их для меня в душных ямах. Я солгала бы, если бы сказала, что видела цветы краша. Помянем чувака. Нормально, он цветочки пособирал. Здесь ничего нет интересного. А вот куда вот этот вот рукав тянется? Это просто параллельно, что ли, идет? Нет. Да. Угу. Кошку выпей, я сейчас просто до утра, ребят. Сейчас вот так вот просто сделаю. Ночь просто скипну, даже, наверное, вот так вот. Вас разве на стриме не видно было ничего? Должно быть отлично, кстати, все видно. Очень странно. Да, в следующий раз факел возьму, ребят, хорошо. Просто у меня вроде все окей видно. Слушайте, мы на ровном месте залутали большую, да? Нет, половина доспехов. Причем случайно, абсолютно случайно на них наткнулся, на эту пещеру. Окей. Спасибо за атмосферу. Вам спасибо, ребят, что смотрите. Ну и всем, кто будет в повторе смотреть, тоже огромный респект. Спасибо за подписки, за лайки, ребят. Чтобы не пропустить серии, не забывайте
подвозить колокол, когда подписываетесь. Волк тоже хищник и по встрече будет представлять угрозу для жизни человека, но почему-то их жизни охраняет государство в отличных. Бро, здесь можно очень долго спорить, понимаешь, как тебе объяснить? Я увидел то, что я увидел в данный момент. То есть я увидел чудовище, которое просто режет людей на дороге. Как бы, ну, как есть. Поэтому я принял вот такое решение. Правильное оно или нет, я думаю, мы потом узнаем, но это мое решение. Мое прохождение. Поэтому, если даже это ошибка, то... Наверное, это имение Делане. Я думаю, мы в скором времени это увидим. Надо как-то попасть внутрь. Причем имение, обратите внимание, сколько оно уже стоит. А, ну конечно же. О! Ну здорово, пацаны. Это долго не протянет! Дайте я его убью! Подвыпьешь страх! Смерть за смерть! Жалкое зрелище. Да-да, я. Быстрее! Быстрее! Не то молится. Убивай! Чтоб тебя, огурчик! Ну давай! Не дайте ему уйти! Ох, мои нервы. Невозможно. Когда меч становится красным, ради делай святого тяжелый не удар. беды. Понял? Спокойно, все кончилось. Мы кого-то спасли. Купец? Благодарю вас, сударь. И прошу простить за секундную слабость. Не желаете какого-нибудь снаряжения? Нифига себе ты дворф. Лол. Да, волк в зоопарке и хищник. Ну да, но здесь сколько людей, столько мнений. Кстати, уважаю каждое мнение. Вы тоже правы отчасти. У каждого есть своя правда. Окей, сейчас затестим. Ты кто такой? Вилла с виду заброшенная. Ты ее владелец? Скорее, временный смотритель. По распоряжению министра казны я должен опекать собственность пропавшего графа Делане. Только во дворце никто меня не предупредил, что вилла — логово разбойников. Ай, впрочем, благодаря вам таковым уже не является. Что за У товар тебя у нет него, ничего интересно? на продажу? Ну, у него совершенно обычные шкуры. Ему, в принципе, можно распродать. Можно вот так вот. Ну, это особо денег не стоит. Сырое мясо давайте. Ну, я говорю, здесь все это копейки стоит. Поэтому я думаю, что даже не стоит вообще заморачиваться. Вот эти вот вещи я попродавал. Всякие сети, удочки, какая-то... Вообще непонятные вещи абсолютно для меня. Которые, наверное, мне сейчас реально они не нужны. Кстати, стоят они бабла очень неплохо. Ложки, вилки. Так, ну здесь дальше уже эти идут. Черепа точно. Короче, оставим, в принципе. По весу у меня все окей. Спасибо. Бывай. Так. Кстати, надо бы мне было сначала
вот так вот сделать, а потом уже распродавать все. Ну, я, кстати, даже не удивлен, что здесь логово разбойников. Почему? Потому что, ну, чат виллы. Рубен, какой-то шелкопер со двора ее свинятельство вынюхивает что-то на вилле Видетте. Мне, наверное, не надо объяснять, почему мне это не нравится и насколько. Вам надо его найти и убить, поместье сжечь. Всем, кто был там, с ним, веревку на шею. Никакого насилия, никакого сажания на кол. Астраган. Приветствую! Нужно что? Спасибо. Бывай. Все в дом, все в семью, да, все правильно. Так, ну это нам точно пригодится. В принципе... Да, почему бы и нет? Мы так-то ему... Серьезно? Так. Дорогой Бартоломей, я получила твое письмо и рада, что ты нашел решение своих проблем. Ведьмак, судя по описанию, действительно может быть опасен. Но ты же всегда повторял мне, что все они хладнокровные убийцы и выродки. Однако я думаю, что ты, несмотря ни на что, должен согласиться на его предложение. Найс, вообще логика просто железная. Если эти чертежи действительно иллюстрируют новейшую технику в изготовлении доспехов, тебе удастся не только выполнить контракт, заключенный с княгиней, но вдобавок и прославиться. Вот она, алчность. Попросить охрану у бандитов из дворца Галеон — это хорошая мысль. Если уж рыцари не могут с ними справиться, то ведьмак тоже почувствует к ним уважение. Очередная история жизни, принесенной в жертву жадности и амбициям. Абсолютно верно. Да. Вот это мне такое надо. Мне вообще, знаете, сейчас денежки вообще прям очень нужны. Так, а вот теперь у меня есть самый главный вопрос. Опа, а ну-ка, стопэ. Мне все надо. Так. Интересно. Опа. Да ладно, прям уж весь разбился. Так, хорошо. У меня теперь есть еще один вопрос. Даже вот так. Угу. Слушайте, а здесь больше нигде ничего пошариться нельзя? Винчик. Винчик — это всегда хорошо. Мне все такое. Это вот мне точно надо. Вот это вот руда потом. Это обычно то, чего всегда не хватает на крафте. Так, все, ладно, отец, давай, бывай. Если что, там зови. Кстати, а с этой стороны я открою ворота? По идее же да. Да. Слушай, ну нормально мы так сходили. Не торопись. Погнали дальше. Стоп. Стоп. Секунду. Руины дворца.
Короче, это все здесь. Вор сам. Но! Я не вор, я просто, ну, так скажем, забежал посмотреть, как дела. Быстрей! Погнали. Ну-ка, дружно! Сучья отродье! Спокойной ночи, ублюдок! Так, а ну-ка. Ух ты, ёпта, да ладно. Не шутя. Че удумал? Отсоси, замерти! Вот это ты рифмоплет, мамин. Сука, надо его боиться. Так, братулечек, ну-ка иди сюда. Ведьмачок смерти! Стой! Не шутя. Нормальный такой мечик. Одобряем. Не струя себе мечик. Все, беру свои слова назад. Нормально. Нормально он их выпиливает. Он, короче, да, я не обращал внимания, он реально красным, когда, ну, несколько ударов наносишь, он прям красным-красным таким становится. Неплохо зашли. Так. Должно быть, об этом бандитском лагере и писал Делоне. Да? Погоди, а что если, ну, например... Вы приближаетесь к убежищу шайки разбойников Гадзе. Не шутя. Что-то тут какой-то этот шабаш реально бандитский. Короче, надо дурачка кого-то убить, который побежит к колоколу. А, бля! Где он? Стой! Стой, дурак! Стой, дурак! Сосать! Я понял. Так. Это не считается. Ничего себе. Что-то я как-то очень опрометчиво, по-моему, залетел. Так, стоп. А ну-ка, еще-ка разочек. Сейчас я кое-что переделаю. Вареник. Сука, это ведьмак! Давай сюда, ублюдок! Стой, дурак! Стой! Стой! Ой, бля, все, Самара, ясно. Ничего у вас не выйдет, господа. Да нихера! Хули ты лезешь? За мной? Не, базару ноль, мужики, все. Дерьмо. Я понял, что вы здесь не особо адекватные. Так, ну я вас снова раскачу. Ты что, я не пойму, все не спится. Сорян, Собакин, но обстоятельства. Не надо! Не надо, говорю, дурак! Да отстань! Мансуем, мансуем, мансуем! Шо? На куканчик.
Так. Не шутя. Сейчас вам устрою. Нихера себе там навел. У меня из-за тебя теперь икота. Ой, бля. Что это может быть? Не надо. Не надо, говорю, куда ты? Пакостя, да ля-ля-ля-ля, поперли. Да? Ой, бля. Охренеть, там собак просто что? Откуда? Всем бан. Бан, говорю. Че, вас не будет, ёпта? Бля. Ой, бля. Да, ой, ты. Сейчас все нормально, нормально. Да нормально, отстань, говорю, дурак. Нормально, все под контролем. Сам. Кролл. Сразу. Заход номер 2. Нюхай бебров. Первый пошел, второй пошел. Парашюты не забываем. Вот это вот нормально. Обидно, да? Школьник. Всем бан. Что? Ёпты. Сейчас, да. Полетел. Сюда иди. Бля, устрою тут. Шо? Коли ты лезешь? За мной? Го 1 на 1, ёпта. Задион. Заводи, Григорий. Убил его! Ублюдок! Давай, сынок, давай. Сына. Ой-ой-ой, не надо. Хорошо идет. Пам-парам-пам-пам. Продолжаем наш разговор. Чего у тебя не получится? Пипец, тут собак, я не пойму, тут кинологическая служба, что ли, какая-то работает? Бамбан. Давай сюда, ублюдка! Давай, другалечек. Так. Нормально, пацан там до костра добежал. Я не знаю, кого он позвал, но их слишком много. Так, врываюсь. F5. Ха-ха-ха, успел сохраниться. Иди сюда, сына. Этот бой войдет просто в историю канала. Отстань. Отстань, дурак, говорю. Да отстань. Тут, сука, какая. Нет. Ну, иди там. Сколько мне еще ждать? Кто-то по мне там стрел вкидывает. Я не знаю сколько, но очень много. Я ведь тебя найду, кто-то. Да. Здорово! Че, как стреляется вам, пацаны? Нормально у вас все? Как у вас со стрельбой вообще дела обстоят? На, ёп. Ты меня достал. Быкуем аккуратно. Прямо здесь! А вот ты! Ай, блядь! Иди сюда. Не считается. Да нихера ты! Ты кто такой? Ай! Пацаны, не надо! Ай, блядь! Нормально все нормально. Нихера себе, я сам в шоке, братан. Заводи, Григорий. Я сам в шоке, брат. Я сам иногда такие вещи творю, сам вообще просто вот с такими вот глазами потом смотрю, пересматриваю стрим, говорю, кто это вообще, как это? Не давайте ему передохнуть! У меня такое ощущение, что я в катакомбы где-нибудь под этим зашел. Что вообще здесь происходит? Славится пророк Лебеда! Вот ты где. Дело сделано. Опять. Ой, бля. Ля, гачи-мен! Ну, понесла! Это гачи-база? Обходи! Бей, ублюдка! В смысле? А чё ж вы сразу-то не сказали? Что здесь нормальные пацаны, в принципе, все обитают. Вот же мерзок!
Он заклятие ложит! На, попробуй, запарируй. Не шутя, вы, парни, тут запотели. Привет, Флека. Привет. Посмотрим, ну... Посмотрим. Сейчас все от времени зависит. Как завтра с Москвы вернусь, я скажу. Найс, я бочки взрываю в самом конце, после боя. Гениально. Тут, короче... Чё, не понял, но очень интересно. Там еще, кстати, наверху кто-то тусуется. И я пока что не обратил внимания, где у них самый главный. О! Антонио! Я тебя Пицца, твоим пицца! собственным членом отымею. Чего? Давай, навались! Ну на. Че, браток, навалился? Как там у тебя дела? Осторожно! Дело сделано. Мне здесь очень нравится. Здесь прям определенно то место, вот куда я вообще вот прям изначально должен был попасть. Странно, что, знаете, типа вот этой сцены нет. Ну что типа здесь все захвачено, все дела, я такой классный. Что-то я вот этого, к сожалению, не вижу. Может быть, я кого-то... А, во. Надо было просто спуститься. Ага, пораньше вы это не могли сделать, нет? Ну да. Как в этих, в американских фильмах, знаете, старые, когда все взрывается, и такой ты под конец такой весь уставший такой приходишь. Все такие, он герой. Заранее вы не могли их рейдануть, нет? Слушайте, ну у нас все получилось, кстати, на удивление. Ведьмак, позволь тебе на минуточку. Сейчас... Работай как с бабой. Всегда поменять можно. Конец бесчинством Ганзы. Вы разорили логово, типа... Слушай, ну, во-первых, я соберу с них дроп. Потому что, ну... Сейчас мы здесь напродаем, я не знаю, на какие бабки. На очень большие. Я, кстати, на секунду расстроился, я думал, что он пропадет весь дроп, но нет. Эй, ла-ла-лей. То ли бед, то ли нет. Оп, хей, ла-ла-лей. То не говори. Оп, хей, ла-ла-лей. Ёп твою мать, я чуть сейчас не... Я сейчас чуть не... И все. F5. Че это было, я не понял. Надо туда вернуться, посмотреть, что это за звуки. Опять какие-нибудь эти... Споры, чи не споры, как их? Надо, кстати, будет сходить эти обменять. Не Орена, а как они называются? Ну, вы поняли, вот это вот. Флорен, да, по-моему, называется? Кто такой бледный, Сам. ведьмак? Наш климат вам не на пользу.
Я смотрю, юморист, да? Аншлаг, Регина Дубовицкая. Все дела. Видишь, я занят. Лучше отомстить за Мильтона, чем пребывать в споре. Абсолютно верно. Как же у меня руки трясутся. Так, ну, все, кстати, очень неплохо. Обыскать руины. Как это интересно выглядит теперь будет? Это вопрос. Обыскать руины дворца. Ну, то есть где-то... Сохранять спокойствие. Безобразие не учинять. Где-то типа припрятано... Слышь, это мой замок. А мне не больно, да? Что вообще происходит? Здесь где-то лежит... Так, ну здесь все уже мое добро описывают, это понятно. Здесь мы с вами все залутали. Тут у каждого второго только вино и барышни в голове. Так-то. Нормальные, потому что пацаны. Так. Блин, а где же здесь что припрятано, мне вот интересно. Вот холера. Так, это мы сейчас все распродадим. Так, баблишка у меня постепенно копится. Сейчас сек. Наушники, чтобы садятся. А, я, наверное, уезжал, я же их на зарядку не поставил. Так, сейчас мы вот сюда зайдем. Давайте сразу, наверное, к нему. Ну ничего себе! Значит, скворец Страгин в жопу долбанный сукин сын жрет землю. Пусть ему на том свете будет худо. Чё? Дам тебе за такое дело солидную скидку, ведьмак. Встречал я уже одного Страгина. Да ты чё? Надо думать, не человек был, а дерьмо. Приличных людей таким именем не называют. Не скажу за всех Страгинов, но тот и правда был мерзавцем. И конец его ждал приотвратный. Ты прикончил, ублюдка! Я так и знал! Спасибо, ребят, за подписки. Это сделали друиды. Его сожгли живьем. Вот и чудненько. Покажи, что ты тут продаешь. Ну, много мы здесь не... А, нифига себе, они стоят по 7,7 палицы. 190. Не шутя. Слушайте. Все очень неплохо. Нифига себе, я рейданул базу. Что я ошалел маленько вот от этого меча сейчас. Это серебряный, а этот стальной. Ну, стальной я точно менять не буду. Его, в принципе, можно, ну, продавать. А, на 46-й левел. Кого? Это точно, я даже не буду пока его откладывать. Друзья мои, мы с вами очень неплохо бабла поднимаем. Прям, ну, на ровном месте. Так, прощай. До встречи. Очень хорошее, да, замечание. Лех, ты наконец-то научился продавать мечи мечникам, а броню бронникам, чтобы получать в 5 раз больше. Ну, Ваша милость? Куй железо, пока горячо. Только если меч очень маленький. голосуй, как говорится, не голосуй, все равно получишь. А вечером прыг колокола. А как меня Вышла за другого, мое сердце я тебе отдам.
Ты свое отдала сюзерену. Перо сильнее меча, Красиво. только если меч очень маленький. Ждем. Где-то здесь нужно найти. Пятки лебеды. Где же я Забыл упустил, заказать ребят, красного что-то в ибара. руинах? Где-то я, братцы, Уже что-то жопа упустил. вспотела. И как тут Есть какие-то догадки, чат? Где лежат... Где лежат... Вот они, наверное. Да, вот они. Штаны. Полный сет, братцы. Полный сет. Полный сет собрали. Принеси собранные чертежи. Ну что ж, поздравляю вас с, я считаю, отличным прохождением. Так, сейчас мы двигаемся. Что? Не, я уже нашел все. Все в порядке. Так. Слушайте, ну как оказывается, мы с вами... Заяц! Кролл. Так, стоп, кибербул. Там такой, мне такое не надо. Песота бегает. Так, сейчас, секунду, я Ты где? отключу уши. Сейчас. Надо сегодня на ночь Святой оставить все беда. зарядиться как следует. Кстати, Чтоб сегодня мне так обязательно хотелось, протещу. как мне не Сколько? хочется. Сколько уши будут заряжаться. Точнее, не сколько они будут заряжаться, насколько их хватит по зарядке. Потому что тех хватало очень надолго. Джипрошных. Сейчас будем эти тестить. Ведьмак. Сам. Не задерживаться! Это Проходите! ты. Проходите! Нет, это вы. Чего не бойся! Ешь, Кролл, пей, рассупонивайся. Ты в тусенте. Нет. Это все про тебя, другалючек. Подождите, а давайте вот эти заказы возьмем. Блин, очень хочу попроходить доп-квесты Озеро какие-нибудь. Селяви. Возможно, стоит на него взглянуть. Селяви? Это же, по-моему, с какого-то языка, да? Какой-то есть перевод. Селяви. Расходитесь! Памятник Режинальду де Обре. Такие времена, Такие Святой лебеда. Ой, Настоящий ведьмак. да, я. Чудовищное бестие совершило... Его Сам. малюют. Ну что ж, Приветствую. Надеюсь, поиски продвигаются? сейчас я даже посмотрю, вы говорите, у вас видно плохо? А, да, кстати. Темновато, да? Так, одну секунду, сейчас я сделаю Бывает. поярче. Удачи на пути. Странно, у меня... Сейчас, ребят. Я могу просто поярче вот так сделать, и все. Так, наверное, получше, да, вам видно? Ну да, вот так вот прям определенно поярче стало. Не знаю, как мне, по крайней мере, кажется. Приветствую. Надеюсь, поиски продвигаются? Мне удалось кое-что найти. Прекрасно. Я сделаю копию. Наконец-то я получу звание великого мастера. Спасибо тебе, ведьмак. Круто. Теперь, наверное, самый кроны 50. Докажи, Выкинь что для мы меня кролы. А кое-что. вот так вот сделай по Конечно. голове. Вот так. Чувствуешь, что-то мешает? Это уши, брат. Так, ладно. Теперь начинается самый интересный аттракцион. Неслыханной щедрости. Да?
5. Это я еще даже в мечи не залез. Короче, где-то 1025-30 нам здесь нужно денег. А, нет. Это дешевле гораздо. А, ага. А, да. Ох, блядь. Извините меня за мат, но... Жопа. Я понял. Я понял. Удачи Базару на ноль. пути. Так. Я предлагаю сейчас сделать, ребят, следующим образом. Давайте мы сейчас с вами... Я очень хочу посмотреть еще какие-нибудь квесты. Просто обычные квесты, может быть даже типа ведьмачьих заказов. Можно, кстати, вот это вот сделать. Однажды Геральт наткнулся на необычный заказ. Заказчик желал воспользоваться услугами не просто всякого ведьмака, но именно Геральта. Других подробностей в объявлении не было, поэтому Геральт решил выяснить, в чем же дело. Я думаю, что нужно щемануться. Миш, спасибо огромное. Привет, покажи, пожалуйста, умения. А то решил ведьмака погонять. У меня билд мой. Вот. Ну там, если захочешь, посмотришь. Я, честно, я даже, менять ничего не хочу, потому что он меня мега устраивает. Атака просто вообще какая-то безумная при таком билде. Так что, как-то так. Если что, там отмотаешь, скрин сделаешь. И, прям вообще все устраивает. А, стоп. Нет, все правильно. У меня и вторая жизнь здесь есть, то есть вообще все, что хочешь. Ребят, очень хочу вот это задание сделать. Мне оно показалось очень интересным. Почему именно меня хотят увидеть? Как это работает? Почему именно я? Деньги обменяю в Вивальде? Да сейчас обменяем. Я не спешу, ребят. Мы в самом конце обменяем, когда пойдем крафтить. Кто ментов не боится тут? Так. Осуждаю. Нет, здесь очень красивые виды. Спасибо, Мишель. Спасибо, брат. Спасибо за такую поддержку. Мог бы просто в чате написать, я ж читаю чатик. Ощущение, как змея где-то гремучая. Так, а ну-ка. Пойдем-ка, дорогая. Ребят, вы пишите, какие квесты повыполнять не в чате, а пишите, пожалуйста, в комментариях. Я следующий обязательно стрим посмотрю и... вы поняли, короче, обязательно зачекаю самые залайканные 3 коммента. То есть, допустим, все, если будут топить за один квест, мы обязательно сделаем его. Придержи. Что это такое? Не мог выбрать другого места. Тварь, да? Я понял, пацаны. Не шутя. Кто-то будет загребать. А гули-то тут откуда? Не, 38-й, они отлетят сейчас. Что за место?
Все угомонились? Что это за вход? Да хорош вы... Вы что творите? Вы, блин, в этих наушниках у меня такое ощущение, что мне палец в это в ухо кто-то засовывает. Прекращайте такими вещами заниматься, алло. Вы меня еще убейте. С ума сошли, что ли? Хера у вас не выйдет, господа. Их там две, что ли, сразу? Самые мерзкие мобы, официально заявляю в игре. Вот пока которые мне попадались, это самые конченые мобы. Это типа такого, этого, прикол, что ли, какой-то от разрабов? Мастер пинг-понга, чё? Это вот круто. Пипец. Жестко. Так, давайте посмотрим. Тук-тук. Рейс! Заяц! Зараза, закрыто. Но местом-то я не ошибся, это точно здесь. Здесь должен быть другой выход. Пил таблички, ты и погубила. Стоп, ну вон я вижу еще один выход. Я не удивлюсь, если он через какую-нибудь могилу. Ну даже я даже не удивлен вообще абсолютно. Хай! А чё по хп, а? Кикимора? Чё? Бывший опять? Чё за яички? Воу-воу-воу-воу! Бля, ты устроил. Бьет, кстати, не сильно. Да? Нехорошо. Не, ну у меня реген... У меня реген в разы бодрее. Так. Сразу я закину вот так вот. 80%. Кстати, мы можем, в принципе, уже использовать вот эти мечи. Ну, стальной я точно оставлю этот свой. А вот этот вот я могу вообще запросто уже использовать. Он плюс 60 дает. Да. 39 левел. Надо будет тот разобрать, вытащить из него камушки. Пока вот так вот все оставим, но этот прям пободрее меч. Кстати, может быть, здесь какие-то полезные эти налутаем. Стоп, а если мы вот эти... Ну и смрад. Мне знаете, что напомнило? Мне напомнило фильм какой-то. Не нечто, а... Ох, ёпта! Я даже не пойму, это жук, что ли, какой-то, или что это?
Альтерс, все в порядке, спасибо огромное. Поздравляю, если у кого-то праздник. Отличная поездка. Все в порядке. Так. Что у вас там опять темно? Факел. Я надеюсь, здесь больше никого нет из этих. Кстати, мне вообще по боку, при этом билде вообще по боку Здесь на пригодится отравление. глаз Николены. Чего? А, Любопытно. вот это мне такое надо. Клятва рыцаря. Здесь покоится Рамон из Гишона рыцарь. На моей могиле вы не отыщете изображение человека, который когда-то жил. Я отдал сердце, душу и тело рыцарскому ремеслу и хочу, чтобы меня запомнили как рыцаря. Символ же рыцарства есть обнаженный меч. И тот же меч почует сейчас надо мной. Меч, который защищал честь мою, моих друзей и дам моего сердца. Меч, который был для меня ближе, чем брат. Меч, который никогда не запятнал себя кровью честного человека. Пусть же покоится он на этом камне вечно. Здесь только так и никак иначе. Я даже смотреть его не буду. Даже брать точно не буду. Прицеп рыцарю. Встречаюсь с вампиром на кладбище. Что может быть банальней? Так сразу ничего в голову и не приходит. Дверь мог бы оставить открытой. Я слишком ценю свое уединение. Так что я бы очень не хотел, чтобы сюда пробрались непрошенные гости. А ты... Я знал, что ты справишься. Ага. Я должен найти твоего приятеля и рассчитываю, что ты мне поможешь. Сделаю все, что в моих силах. Но дело не в том, что ты должен, а в том, что Детлов хочет. И если он не захочет, ты его не найдешь. Что закрывает любую дискуссию. Но должен же быть какой-то способ. Вампира не обнаружить чувствами. На нас не действует магия предсказаний. Даже самый точный мегаскоп ничего не даст. А вот это не поможет? Откуда она у тебя? Нашел у одной из жертв бестии в излучине реки. Труп был расчленен. Причем кистей оказалось 3. Вот это с перстнем мне показалось лишней. Кроме того, ею интересовалась Брукса. Шло добро. Это рука Детлофа, без сомнения. И она нам пригодится. Какой странный перстень. Не знаю, что это за металл. И эти украшения. Он родом из нашего дома. Того, где мы жили до сопряжения сфер. Подарил мне его мой старинный друг. Он был, можно сказать, гуманистом. Он считал, что мы, вампиры, здесь гости. И, будучи гостями, должны уважать хозяев. То есть вас, людей, и старшие расы. Значит, не есть нас, не относиться к нам как к скоту? Именно. Поэтому я, в свою очередь, подарил его Детлофу в напоминание об этих идеях. А ты не мог бы просто вызвать Детлофа? Вы же высшие вампиры, должен же быть способ. Если быть с тобой до конца откровенным, то
Способ есть. Но поверь мне, мы не хотим к нему прибегать без крайней нужды. Херово. А почему так? Есть одно существо, у которого есть право, точнее власть, призвать Детлофа в нужное место. Какой-нибудь высший Только вот самый вампир. добраться до него и говорить с ним все равно, что балансировать на тонком канате над озером с кипящей лавой. Занятие весьма опасное не только для меня, но и для тебя. Я на такой риск идти бы не хотел. Прошу, давай сделаем по-моему. Будет и быстрее, и проще. Вот ты заинтриговал, а? Что за существо такое? Это какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь или супер там какой-то древний вампир или что-то где-нибудь спящее, которое вообще лучше не будить. Он же не просто так говорит. Шеф, ну я думаю, он тебя слышит. Спасибо за донат. Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышал о теории Ковенариуса о сохранении памяти в тканях? Что-то припоминаю. Я читал об этом в «Алхимии Облитера». В Каэр-Морхене был один экземпляр, страшно истрепанный. Но, насколько я помню, Ковенариус так ничего и не доказал. Доказал. Только не успел опубликовать. Но мы с ним переписывались, мы были друзьями, и я знаю, что он закончил исследование и провел первые испытания. Не стану углубляться в детали, но, коротко говоря, по произвольному фрагменту ткани можно реконструировать то, что пережило все тело. Как это работает? Нужны какие-то устройства? Надо приготовить микстуру, которой Ковенариус дал выразительное название «отзвук». Она вводит в транс, приближенный к наркотическому. Ясно, наркоманы. И вызывает видения, связанные с сильными эмоциями, которые испытал хозяин тела. Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни. Значит, есть шанс, что мы увидим, что Флэшбэки делал тупо. Детлов, прежде чем потерял руку. Разумеется. А еще я надеюсь, что, использовав отзвук, мы узнаем, где скрывается Детлов. Ну, готовь. Ковенариус посвятил полжизни доказательству своей теории. Надо думать, приготовить отзвук будет непросто. Верно. Кроме тканей Детлофа необходим сильный стимулятор зрительных центров. Яд, который сделает сознание восприимчивым к видениям. Есть пара подходящих ингредиентов. К сожалению, все довольно редкие. Можно взять железы мамуна, но их ближе, чем в Изиме, не раздобудешь. Еще подойдет слюна вихта пятнистого, но они вымерли больше 100 лет назад. Или глаза кобальда. Но кобальды разумные, я бы не хотел выкалывать им глаза. Поскольку времени на поиски у нас нет, предлагаю попросить о помощи. Какой-то просто нереально интересный квест. Спасибо, ребят, за 4К лайков. Спасибо. Я рад вам, что нравится Ведьмак. Я сам его, ребят, с большим, правда, уважением прохожу эту игру. Обязательно пройду побольше доп-квестов. Мне просто, правда, очень интересно. Что это было? Ворон. Они довольно Вася. часто встречаются на этой широте. Очень разумные птицы. Я попросил его поискать существ, которых ты перечислил. Вдруг кто-то из них найдется неподалеку. Держу пари, что стая воронов узнает об этом быстрее, чем один ведьмак. Какое отношение вороны к Всем вампирам уважение имеют? к твоим способностям, друг мой. У них это тоже займет какое-то время, так что, может, соблазнишься стаканчиком мандрагоры? Опа! Пиван Депола. Ай, ну давай. Ты же знаешь, я никогда не отказываюсь. К сожалению, это слабенькая настойка. Не самогон. Да, нормально. И хорошо. Помнится, после твоего самогона люди такое говорили, что в жизни не сказали бы на трезвую голову. И о чем мне бы не хотел рассказывать Геральт из Ривии. Hello, bro. Hi, my brother. Thank you for watching.
Что, думаешь, заманил меня в ловушку? Ждешь от меня исповеди? Нет уж, придется тебе постараться. Звучит как вызов. Я весь внимание. Что я должен делать? Может, сперва сам выдашь мне какую-нибудь тайну? Вампиры очень интересные создания. У вас, наверное, удивительная, блядь, жизнь. Тебя интересует что-то конкретное? Хвазир, друг мой, ты как всегда со мной. Спасибо тебе огромное за 50 евро. Это огромная поддержка. Спасибо, дружище. Добро пожаловать на стрим. Как всегда, очень жестко ворвался. Пресс в чате. Как выглядит регенерация? Мне всегда это дико интересно. Мне всегда было интересно, как проходит ваша регенерация. Отрастающая рука еще понятно. Но Детлов собрал тебя из мокрого места. Это уже задача посерьезней. А ну-ка. Это сложный и кропотливый процесс. Но возможный, чему я наилучший пример. И я слышал, что и с тобой что-то приключилось. Кажется, ты потерял память. На время. Мне помогла Трис. И мне очень повезло, что все закончилось только амнезией. Видишь, вам, людям, в этом смысле гораздо хуже. Вас так просто лишить жизни. Мне всегда было вас жаль из-за этого. Убить вампира гораздо труднее. Если тебя уничтожит представитель другой расы, то с помощью другого высшего вампира ты можешь возродиться. Но если смерть причинит кто-то из нашего рода, то это уже навсегда. О как! Никакого возрождения. Потому вампиры давным-давно поклялись не воевать друг с другом. Обалдеть, это по факту, то есть вампиры живут вечно до момента, пока их не убил другой вампир по лору. Задам тебе вопрос, на который все хотели бы знать ответ. Что происходит после смерти? Понимаю. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, что человеческая вера в богов имеет какие-то основания. Но я не знаю. Вампиры слишком отличны от людей. Наша материя, то, из чего мы созданы, не нуждается в форме. Нам не нужны ни мозг, ни сердце, ни воздух. Но ты был мертв? В людском понимании смерти, да. Ты чувствовал что-то? Понимал? Это трудно объяснить. Я чувствовал некое беспокойство. Что-то, чего я не мог назвать, потому что не понимал. Только после перерождения я осознал. Это был холод и невообразимый страх. Если бы не Детлов, я бы утонул в вечности ледяного страха. Значит, тогда ты все-таки не жил. Это ошеломительный опыт, наверное. Мне просто не с чем его сравнить. Но ты же знаешь, мы воспринимаем смерть иначе, чем вы. Нам чужда ваша привязанность к жизни. Вы смертны, следовательно, про вас изначально известно, что вы умрете. Это только вопрос времени. Потому я часто Безумно думаю, круто зачем прописанные вы так диалоги. переживаете? Чем отличается смерть в 20, 40 или, скажем, в 100 лет? Все это равно ничтожные сроки. Весь вопрос в системе координат. Тот, кто может потратить 1 миллиард крон, не поймет того, у кого их всего 20. Воистину, многое зависит от точки зрения. Это одни из самых круто, наверное, прописанных таких размышлений, которые я слышал в играх. Вот это вот очень серьезно, что сейчас сказано. Очень интересно сказал. Новая жизнь, новое тело. Выходит, ты все начинаешь сначала? Начать все сначала — слишком широкое понятие. Ты о чем-то определенном? Возьмем твою зависимость от крови. После возрождения твой организм о ней еще помнит? Может, если ты теперь выпьешь, тебя потом не потянет на кровь? Любая зависимость лишает воли.
Поэтому я не собираюсь рисковать только для того, чтобы убедиться, что у меня все еще есть... Любая проблемы с зависимость выпивкой. лишает воли. Ты прав. Прости, это я из любопытства. Все в порядке, Геральт. Любопытство в этом случае естественно. К тому же я всегда ценил в тебе эту черту. Вы помните, я не знаю, кто часто смотрит мои стримы, я вам вот говорил то, что, ну вот когда меня спрашивают, что для тебя, допустим, алкоголь, там, я не знаю, курение кальяна, зависимость от табака, зависимость вообще от любых вещей. Я когда-то это очень давно говорил, точно помню на стриме и точно помню, по-моему, даже на вечернем. То есть почему я всегда стараюсь не быть ни от чего зависимым в плане каких-то вот этих вот, знаешь, таких вот вещей, без которых мы можем прожить. Собственно, вот, наверное, эта игра сейчас дала самый полный ответ, насколько вообще это было возможно. То есть зависимость от чего-то лишает нас воли. То есть мы становимся зависимы от тех или иных факторов или вещей в жизни. Поэтому... Причем сюда можно прописать, я не знаю, миллион разных зависимостей. Это начиная от там курения, наркотики, алкоголь, вообще все, что, наверное, возможно. Может быть, именно поэтому как-то мне никогда не было интересно быть зависимым от чего-то. Интересно. Что с тобой было после оживления? Как можно догадаться, я долго приходил в себя. Собственно, я до сих пор Надо 3, окончательно да-да-да. не восстановился. Но первый Чертовка. год я ни стоять, ни ходить сам не мог. Спасибо, ребят. Дятлов терпеливо переносил мою слабость. Если бы не он, меня бы здесь не было. А регенерация проходила бы То есть куда он медленнее. очень долго регенился. То есть они не просто отрегенились и Когда сразу я уже бегут. передвигался на собственных ногах, то отправился в Бругге, в свой дом в Диллингене. Я вел спокойную жизнь медика, пользуясь всеобщим уважением и являя пример полной противоположности обычным представлениям о вампирах. В Бруге? Тебя потянуло на сантименты? Разве что самую малость. А ты? Что было с тобой? Ты нашел Цири? Тогда да. Но вскоре после этого она ушла. А через несколько лет вернулась. И мы вместе разбили дикую охоту. О, вижу, за время моего отсутствия и правда много произошло. Да, но об этом давай поговорим как-нибудь после. Я хотел еще поспрашивать о тебе. Мне очень интересно, о чем он меня хочет спросить. Ну хорошо, можешь задать мне один вопрос. Что ты хочешь знать? Всего один вопрос такому невероятному человеку, как ты, Геральт. Это жестоко. Но я попробую. Спасибо, чертовка. Добро пожаловать. Если бы ты умер и регенерировал, как я, в своей новой жизни ты тоже стал бы ведьмаком? Ну, типа, сказать «да» — это, наверное, сказать неправду. Откуда я могу знать, кем бы я хотел стать, если бы, допустим, переродился вновь? Очень интересный вопрос с его стороны. Но и сказать, что я хотел бы быть кем-то еще, это тоже сказать ему неправду. Потому что, ну, я люблю свое дело, да, по лору игры. Мне реально нравится, можно сказать, пусть даже за деньги, но избавлять людей от разных чудовищ и от всяких, да, там,
Пусть даже это за деньги. Мы как, знаете, наемные войны, но только избавляем не от каких-то людей, а от всякого вида чудовищ. Здесь, если был третий вариант, типа я не знаю, или там я затрудняюсь ответить, я бы выбрал его. Окей, давайте я выберу первый. Видишь ли, Регис, Наверное, ближе вот к этому я склоняюсь, вариант. кажется, я не умею быть никем другим. А ты пробовал? Не дашь мне, значит, отбрехаться. Угу, понятно. Хочешь знать, нравится ли мне быть ведьмаком? Мне нравится быть на пути. Нравится брать первый след. Нравится напряжение перед боем. Ничто не дает такого адреналина, как сражение с чудовищами. Я привык даже к тому, что люди относятся ко мне как к изгою. Да, я не особенно об этом думаю, но мне нравится быть ведьмаком. Спасибо, что был со мной искренним. Искренность — черта отважных и привилегия немногих. Не видать твоего приятеля. Ты уверен, что он понял все правильно? Абсолютно. Подождем еще минуту. Наверняка он вот-вот вернется. Очень интересные диалоги. Чертовка, я знаю. Фэк. О, Вася прилетел, ворон. А ты чуткий даже во сне. Почти как вампир. Ты уверен, что во время испытания травами вам не пересаживают несколько наших генов? Спасибо за комплимент. Есть какие-нибудь новости? Ты был прав. В окрестностях нет ни кобальдов, ни мамонов. Я говорил. Позволь мне закончить. Оказывается, есть один вихт пятнистый. Он живет в заброшенном имении в лесах Караберты. Быть этого не может. Ведьмаки перебили их всех до одного еще до моего рождения. Тогда советую припомнить все, что ты знаешь относительно вихтов пятнистых. Этот же как-то выжил, несмотря на все старания твоих собратьев по цеху. Кажется, я знаю, что это за дом. С ним было связано какое-то предание. Местные считают, что он проклят. Может, потому Вихт и выжил, его просто никто не беспокоил. Есть одна тема. Я сейчас просто слышу вот эти слова. Я, конечно, понимаю, что это реал, это игра, но когда я ездил сейчас на Эльбрус, там есть одно место. Нам это сказали просто вне камер, вот когда я отходил на вертолетную площадку. То, куда нам не разрешили взять стрим, да, все, кто смотрели на канале Hardplay стримы. Мне вот этот вот МЧСник, он мне сказал одну интересную вещь, он говорит, типа, причем, ну, он точно не смотрит мой канал, он говорит, типа, ну, мы там туда можем сходить. Есть какое-то место на Эльбрусе, в которое, типа, говорит, ну, я вообще не рекомендую ходить. И он так это сказал, знаешь, я переспросил, я сначала не понял, я говорю, ну, первые у меня мысли это там повышенный исход лавин, да, там, или какое-то просто опасное место. Он говорит, типа, оно очень красивое, вы туда, говорит, если пойдете, то идите только днем, то есть в светлое время суток. И когда я начал переспрашивать, я говорю, типа, а что, а как? Он говорит, ну, если захочешь, в интернете посмотришь. И вот у меня, к сожалению, сейчас пока не было времени. Он говорит, ну, просто, типа, как он сказал, типа, не хорошее место, а типа, место с дурной славой. Я говорю, ну, окей. Я говорю, хорошо. И он именно вот уточнил то, что это именно вот, если пойдете, там, говорит, очень красиво днем, но вечером туда, типа, не суйтесь. Почему он это сказал, к чему он это сказал? Нужно, кстати, будет зачекать.
Еще что-нибудь знаешь об этом проклятии? Не припомню ничего особенного. Я не придаю значения таким вещам. Была какая-то история, что-то вроде анекдота. Надо бы вспомнить этот твой анекдот. Вдруг там что-то важное. Кажется, там было что-то про голод. Хотя нет, может, про жадность. И кого-то за что-то наказали. Словом, обычное проклятие, как по учебнику. Прости, Геральт. Я стараюсь не захламлять ум ненужными деталями неинтересных историй. Что такое? У нас есть представитель давно вымершего вида и некое проклятие. Это совпадение? Или между ними есть связь? Профессиональный интерес. Лично я ничего не имею против того, чтобы ты занялся этой загадкой, но прошу тебя, помни, нам просто нужна слюна Вихта. Вихты редко живут в лесах. В брошенных людских жилищах и того реже. Скорее уж на пустырях или на старых кладбищах. К чему ты клонишь? Я вот думаю, может, ни хера это не Вихт, и твой помощник ошибся? Сомневаюсь. Вороны исключительно умные создания. Они чрезвычайно наблюдательны. И что он там нанаблюдал? Вокруг имения полно ложек. Чего? Чё? Ложек? Не надо так на меня смотреть. Не я там был. Может, все вихты пятнистые от природы любят ложки. Или это как-то связано... Стоп, ложки — это столовый предмет? Стоп. Вот здесь очень внимательно. Все пятнистые от природы любят ложки. Ну, ложки, я так понимаю, правильно, это столовый предмет. Или это как-то связано с проклятием? То есть это он дает нам намек на то, что, может быть, это проклятое место или проклят непосредственно само это чудовище. Надо очень быть внимательно. Если будут какие-то диалоги или еще что-то, надо очень внимательно посмотреть этот квест. Давай так, начинай готовить микстуру, а я раздобуду слюну Вихта. Он использует ее в своих отварах. Надеешься, он продаст тебе немного слюны? В крайнем Интересно. случае принесу тебе его слюнные железы. Они тоже подойдут. Я на минуту вообразил, как ты убеждаешь Вихта наплевать тебе в пузырек. Очень забавная картина. Впрочем, слюнных желез и правда будет достаточно. Ну, до встречи. То есть он нам как бы говорит, ты можешь его убить, но при этом ты можешь как-то и Я намутить. начну штудировать книги. Книги? Я думал, ты займешься микстурой. Нам нужен еще один компонент, но добыть его будет довольно хлопотно. Поэтому я надеюсь отыскать ему подходящую замену. Ясно. Удачи. И тебе, мой Удачи. друг. Спасибо. Спасибо, ребят. Будет ли коллапс Шимора? Ну, конечно, если предложит, я рад. Я только за. Ха. Бестиарий, говорите. Кто это вообще такие? К кому они относятся? Вихты, да, он их назвал? Слушайте, но это не вампиры. Духи. Интересно. Проклятые. Вот этот ключник, с кого я лопату забрал. А, все-таки трупоеды, да? Что за голум? Итак, давайте почитаем. Вихт. Говорят, покойники любят тишину. Не знаю насчет покойников, а вихты ее точно любят. Хотя вихты не похожи на дружелюбных созданий, к ним не следует относиться враждебно. Будучи представлены самим себе, вихты не представляют никакой опасности. Их интересует не драка,
а котлы, в которых они мешают свое варево. Этот вид обитает большей частью на старых кладбищах, но видели их и в окрестностях новых погребений и массовых захоронений. На зиму вихты впадают в спячку, напоминающую человеческий сон. Живут только поодиночке, практически никогда не ходят группами. Но если вихт видит угрозу своей территории, а для него это достаточно просто сделать шаг на его территорию. То есть, если ты только к нему зашел, то он превратится в грозного врага и призывает на помощь других чудовищ. Спасибо. Очень интересно. Давайте вот сюда вот добежим. Здесь, в принципе, недолго. Пару часов зачилим. Восстановим все зелья. Я, кстати, только сейчас подумал, я бы, в принципе, мог намутить себе уже перчи. Нихер. Не струя себе фонтан. Это целое логово, что ли, их? Поехали. Сейчас будет очень сложно. Здесь 3-4, да? Покончим с этим. Первый пошел. Бля, как же больно, а? Их всего 2, но дамажут они так, что я не представляю, если бы их было 3 или 4. Надо уничтожить все это место, иначе архиспоры снова прорастут. Че, у них не получится F5? Not bad. Опасные ребята. Я говорю, я не представляю, если нарваться на 2-3 сразу одновременно. Это, наверное, будет просто габелла. Ну, это без шуток прям очень опасные ребята. Вот кто будет играть, обратите на это внимание, ребят. Спасибо еще раз огромное за лайкосы. Спасибо. Это как в детстве, да, воюешь с крапивой, знаешь, когда это палкой начинаешь ее дубасить, вот примерно то же самое. Согласен. Спасибо, ребят. Добро пожаловать. Так. Что-то они прям дико агрессивные, ребята. Чё? Ой-ой, случайно нажал, сорян. Давай помогу. Чё, брат? Давай, может, поможем. Бинты, да где они? Бинты ему уже не помогут. Что? Но он только что еще дышал. Блин. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране смерть — вопрос нескольких минут. Боги. Что тут произошло?
Я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь, перебинтовать, и тут вы появились. Встань и отойди от него. Что? Я? Но чего вы от меня хотите? Не заставляй меня повторять. Может, объясните, что вы хотели? Что-то дубиночка-то у него такая Понять, висит. не врешь ли ты? Если бы эти удары нанес ты был бы весь в крови, а у тебя только руки измазаны. Все в порядке. И на всякий случай. Кто? Кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. Понятно. Вы думаете, его какой-то монстр убил? Что он странно себя ведет. Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая, края гладкие. Колющее оружие или мощные когти. Может, виверна? Сложно сказать. Необычный нагрудник. Покрыт патиной и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать, из того дома, но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Интересный очень квест. Погодите, я пойду с вами. Да ты шутник, это Странный тебе не персонаж. забава. То, что убило этого человека, крайне опасно И, может быть, где-то поблизости. Так что, если вы не против, я предпочту остаться с вами. Так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Давайте, ребят, возьмем это задание, сохранимся, и я так думаю, что все-таки уже, наверное, в следующий раз мы с вами перейдем к этому квесту. Очень интересный квест, я думаю, нам предстоит, и безумно интересное дополнение. Так что, как всегда, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылку на плейлист найдете внизу в описании. Ну и желаю всем удачи, я потихонечку погнал. Завтра у меня довольно сложный день, я с вами. И постараюсь как можно скорее вернуться с Москвы. Спать мне осталось буквально несколько часов. Все, дорогие друзья, всем пока. Подписывайтесь на телеграм-канал Hard Inside. Ссылка также есть внизу в описании. И вместе, как всегда, ворвемся на стрим. Все, буду держать вас завтра в курсе, ребят, во сколько приеду. Всем удачи, всем пока. С вами был, как всегда, Леха. Энтаро Адун, вы находились